Всем добрый день! Предлагаю сегодня вместе со мной сделать одну замечательную домашнюю омолаживающую маску для кожи вокруг глаз. И эта маска не только повышает упругость кожи век, тем самым подтягивая верхнее веко, она еще очень хорошо разглаживает морщинки. Причем неважно, это мимические, например, гусиные лапки, или это морщинки, связанные с возрастом. Итак, для этой маски нам понадобится касторовое масло, яичный желток и экстракт алоэ, 1 ампула. Если у вас есть домашний алоэ, то вы можете выдавить порядка чайной ложки сока алоэ домашнего. Кстати, белок я никогда не выбрасываю, я из него буду делать параллельно маску для лица. Например, такой вариант, как сейчас у вас в правом верхнем углу будет всплывать подсказка. Итак, что мы с вами делаем? К нашему яичному желтку добавляем 1 чайную ложку касторового масла. В чистом виде я не советую касторовое масло использовать для кожи вокруг глаз. Оно слишком густое и может забивать поры на нашей коже, тем самым провоцируя образование милиумов, просянок. И теперь эту массу тщательно взбиваем. По большому счету наша маска уже готова. Можно вот эту массу наносить, но я предлагаю вам обогатить ее экстрактом алоэ. И тогда наша масса становится более увлажняющей. И, конечно же, в ней будут содержаться те ингредиенты, которые есть в экстракте алоэ, а, соответственно, больше регенерирующих свойств. Выливаем 1 ампулу. Все, наша маска готова к применению. Сейчас поменяю ракурс камеры и будем маску наносить. Итак, продолжаем наносить нашу маску. И я уже предварительно маску нанесла. Почему так? Я вам хочу показать, как наносить ее послойно. То есть, смотрите, если у нас стоит задача убрать опущенное верхнее веко, да, или максимально воздействовать на мешки, то желательно такую маску наносить в 2-3 слоя. То есть, смотрите, я уже сделала 2 слоя, показываю 3-й слой. Если у нас опущенное верхнее веко, то я вам советую маску наносить вот таким вот образом, как бы приподнимая бровь. Подвижное веко мы с вами не трогаем, но вот когда мы с вами вот так вот наносим по верхнему веку, то у нас максимальный лифтинг эффект. По нижнему веку все как всегда, все обычно наносим в одно касание. Вот таким вот образом. И смотрите, я захватываю зону малярных мешков. Обязательно захватываю зону малярных мешков, если мы хотим тоже от них избавиться. Плюс, смотрите, вот 3-й слой маска у нас еще остается. Поэтому после того, как я наношу ее обычно на кожу вокруг глаз, я могу остатки этой смеси нанести и на все лицо. Но у меня еще остался белок, поэтому я буду комбинировать. Эту маску я нанесу на крупные морщины свои, вот, нанесу первым слоем на лицо, а на зону шеи декольте я уже сделаю белковую массу, ну, в общем-то, лифтинг эффект максимальный. Итак, смотрите, наносим послойно, это опять-таки по желанию, особенно если нам с вами нужно приподнять верхнее веко и избавиться от именно мешков. Так вы можете, в принципе, нанести 1 слой. И наносим мы наши слои друг за другом, но по мере того, как каждый слой хотя бы слегка прихватывается или подсыхает. Ну, достаточно нанести 3 слоя в течение 2-3 минут. Затем мы после того, как нанесли с вами маску, обязательно нужно прилечь. Для чего? Дело в том, что если мы с вами будем ходить, то есть мы хотим подтянуть верхнее веко, допустим, но если мы с вами с этой маской будем ходить, под воздействием сил гравитации маска потянет кожу вниз. И у нас будет вот такое вот, вместо вот такого, да, вот такое вот. Поэтому обязательно прилечь, особенно если вы маску, потом остатки нанесете на все лицо, зону шеи и декольте. И выдерживаем нашу маску 10-15 минут. 15 минут это потолок. Маски с касторовым маслом держать на нашем лице более чем 10-15 минут не рекомендуется. После того, как мы с вами выдержали, ну то есть смотрите, если мы наносим послойно, в течение 2-3 минут мы с вами маску наносим, затем мы с вами идем укладываться на 8-12 минут.
минут. Все. После этого встаем и смываем нашу маску. Смываем мы точно так же, размачиваем лицо по массажным линиям прохладной водой. Это очень важно. И после маски мы прислушиваемся к своей коже. Что ей еще нужно? Если вы чувствуете, что нужен крем, пожалуйста, вы можете использовать крем. Если вам уже достаточно этой маски, пожалуйста, достаточно этой маски. Но я вам еще советую, если есть склонность к образованию купероза или, там, допустим, на лице, или темные круги, отеки под глазами, то я советую после этой маски протереть свое лицо отваром зеленого чая. Или же, если у вас есть алоэ, именно домашний столетник, то выдавить еще небольшое количество сока алоэ и опять-таки обработать кожу вокруг глаз или же обработать свое лицо. Заварка зеленого чая тонизирует нашу кожу, укрепляет наши сосуды, а сок алоэ работает на увлажнение. То есть есть разные варианты. Но опять-таки это не обязательное условие, а пожелание для максимального эффекта от этой маски. И, конечно же, такие маски лучше делать хотя бы 1-2 раза в неделю. И пройти курс 10, 12, 15 масок, для того, чтобы вы действительно преобразились, увидели, как молодеет кожа вокруг глаз. Так что берите себе на вооружение, делайте и преображайтесь.